Добрый день, Девы! Это расклад для вас на июль 2023 года. Вы находитесь на моем канале Татьяна Мин, Красота Таро. И я всегда рассматриваю карты по моему астрологическому методу. Все мои расклады всегда тесно связаны с астрологией. И поэтому я достаю сейчас 6 карт, что соответствует 6 осям зодиакального астрологического круга. И это рассматривает все стороны жизни человека. Давайте посмотрим, что ждет Дев в июле 2023 года. Вообще, я считаю, что Девы должны быть счастливчики, потому что сейчас очень много энергии Земли, которая с вами очень хорошо отзывается. Итак, второй сектор, первый сектор, не знаю, почему я сказала второй, может быть, он будет связан тесно со вторым. Интересно, смотрите, здесь две карты, они оба жезловые. Это сектор партнерства и сектор финансов. Возможно, как-то это будет взаимосвязано. Может быть, вы не очень прочно сейчас стоите на ногах из-за вашего финансового положения, и здесь ваш партнер может оказывать вам какую-то финансовую помощь. Партнер, спонсор, человек, с которым вы ведете какие-то дела по бизнесу, в работе. Может быть, вы берете деньги в долг, но про долги мы еще будем говорить в шестом секторе. Также эта карта, вот, например, двойка жезлов, она говорит о том, что вы как-то неуверенно сейчас чувствуете себя в своих партнерских отношениях. То есть это, может быть, партнер не дает вам финансовой стабильности, да, из-за этого вы не знаете, стоит ли продолжать эти отношения. Либо партнер хочет, чтобы вы больше зарабатывали, чтобы вы как-то, может быть, материально помогали, и вы тоже сейчас думаете, да, как вам больше ресурсов, как вам улучшить ваше финансовое положение. Также двойка жезлов вместе с этой картой, в принципе, может еще говорить о том, что вы, может быть, работаете вместе с вашим партнером, может быть, вы решаете как-то соединить ваши финансы, вместе потратить деньги на что-то одно, да, вместе скинуться, чтобы что-то либо приобрести, либо вложить как-то эти деньги. Либо вы просто, да, вот ищете партнера, который как-то еще и финансово будет вам помогать. Но мы сейчас посмотрим, будем открывать другие карты. Сегодня у нас колода Нефертари и колода Острокоды, да, у которого мы тоже будем спрашивать, как, где вам жить в июле. Итак, девятка пентаклей, третий, девятый сектор. Прекрасная карта, потому что это какое-то изобилие. Такое впечатление, что вы будете находиться под защитой каких-то высших сил. Почему я так говорю? Потому что здесь вот девятый дом, все равно, как ни крути, это какой-то дом расширения. Это какие-то деньги из-за границы, это какие-то вклады, может быть, иностранные, либо какой-то ваш партнер будет из другой страны, много общения с людьми из другой страны. Может быть, вы будете одеваться в какие-то иностранные бренды, может быть, вы поедете за границу для того, чтобы там шопинг у вас был, либо вы купите какую-то иномарку, и это повысит вашу самооценку в том числе, да, потому что девятка пентаклей – это такая карта комфорта, когда вы вносите в свою жизнь, когда у вас есть деньги для того, чтобы получать прекрасные дары, и эти дары не всегда из того места, где вы живете, это может быть еще и другие страны, другие культуры, и вы как-то вот насыщаетесь этой энергией других культур. Может быть, вы как-то расширяете свой кругозор и смотрите на опыт других коллег, ученых, каких-то философов, которые представители другой национальности, и вы подчеркиваете этот опыт для себя, и таким образом ваша жизнь становится комфортнее. Это карта вообще комфорта, красоты, защищенности. Вы много общаетесь про деньги в июле, Девы, и вы, может быть, даже больше будете тратить деньги на создание своего комфорта. Может быть, это какая-то прекрасная поездка, очень красивый отель или какое-то красивое место, но это высшего класса, чем, допустим, вы раньше могли себе позволить. Так, а что здесь у нас? 10-й сектор. Смотрите, это карта Луна. Луна – старший аркан, да, сама по себе Луна – это уже отношение к 4-му дому, дому недвижимости, сектору недвижимости, семьи. И здесь, возможно, что-то повлияет на вашу семью, на вашу недвижимость, на ваш повседневный уклад и вот эту вот эмоциональную сферу прочности, защищенности эмоциональной, и какие-то перемены здесь могут быть. Перемена родины, перемена страны у кого-то, из-за работы, из-за повышения, может быть, вам предстоит переехать куда-то, но тогда этот переезд будет очень благоприятный по девятке пентаклей. Единственное, только я не могу сказать, что вы переедете со всей семьей, может быть, вы переедете даже один, либо этот переезд как-то так на вас повлияет, что вы прямо в новом месте можете почувствовать себя намного лучше. Может быть, это просто деньги, связанные
с туристической какой-то деятельностью, очень возможно, потому что эта карта тоже туристическая деятельность, когда вы передаете много информации другим людям. Вы, например, рассказываете о своей стране иностранцам, то есть вы работаете как гид, либо, не знаю, вы сами черпаете какую-то такую энергию. Может быть, вы, например, живете в другой стране, но корни у вас, не знаю, из Америки, да, или там из Австралии, или из России, и вы наконец-то узнаете что-то про свой род, про своих родственников, и эта информация возвышает нас, вас и нас, потому что за нами стоит, за нашими плечами стоит весь наш род. И очень важно поэтому знать информацию о своих родственниках. Это как бы заряжает нас дополнительной энергией. И здесь вот такая карта Луна, это могут быть перемены, да, перемены в месте, где вы живете, в вашей работе. Конечно, может быть, вы почувствуете себя несколько незащищенным по карте Луна, могут быть какие-то страхи. Но давайте сейчас еще откроем другие карты. Восьмерка мечей, и здесь у нас пятерка кубков. Ну, восьмерка мечей в секторе друзей, да, и каких-то коллективов может говорить о том, что, возможно, у вас есть слишком навязчивые какие-то друзья, либо обязанности в какой-то в группе коллектива тоже заставляют вам уже надоедают. Может быть, вы работаете на кого-то в бизнесе, и вы сейчас уже ищете какие-то пути, чтобы вам выйти из этого круга, из этого сообщества, от каких-то обязательств, отказаться, которые связаны с бизнесом, с друзьями, с какими-то партнерскими взаимоотношениями. Вы ищете, вот как вам выйти, скинуть это. Либо вы просто осознаете еще только в июле, да, что у вас на вас висит какой-то крокодил, и вам как бы давит вас, вот то, что вы состоите в какой-то организации, это может вас реально напрягать в июле, вы это осознаете и хотите избавиться от ненужных обязательств. Это могут быть и друзья, в том числе такие токсичные люди вокруг вас, от которых вам нужно избавляться, потому что у вас здесь девятка пентаклей, и вам нужно больше заботиться о себе. То есть вы, когда, так скажем, у вас есть такое впечатление, что у вас есть два совершенно разных круга общения. Один может быть какой-то более близкий, может быть даже более родственные души даже, да, в каком-то плане. А другой — это вот такой социальная жизнь, это то, как мы должны вести себя на виду, то, что ждет от нас общество, социальные сети, да. И вы как будто бы разрываетесь между вот этими двумя обществами. То есть на самом-то деле вы знаете, что вы очень самодостаточный человек, вы знаете, как зарабатывать деньги на общение, на знания. А с другой стороны, как будто вы погрязли в каких-то группах коллективов, в каком-то обществе, которое, ну, может быть, требует от вас совсем другого поведения. И здесь вот вы, может, это очень остро осознаете в июле. По пятерке кубков, да, или пятерка чаш в этой колоде Нефертари, говорит о том, что вы несете на себе, опять же, видите, две карты похожие. Это здесь крокодил у него на голове, и здесь теленок. Но здесь эта карта, она более положительный эффект несет, но тем не менее вы как будто бы стараетесь вынести что-то свое, как бы сохранить, что ли, себя, свое подсознание, не дать другому человеку или другой группе, коллективу повлиять на вас. Вы как будто свою какую-то самобытность пытаетесь сохранить. Очень интересно. И вот карта Луна тоже об этом, это какие-то подсознательные мотивы. И здесь вы, возможно, наконец-то выходите из какого-то либо круга событий, либо, может быть, вы выздоравливаете наконец-то, да, вы, я не знаю, как сказать, эмоционально выкарабкиваетесь из каких-то событий, которые были в вашей жизни. Но все еще вы не окрепли до конца, да, вот по этой карте вы еще как бы не окрепли до конца. Почему я говорю так много об эмоциях? Потому что это 6-12 сектор, сектор психологизма, подсознания, когда вы ищете какие-то пути сначала в себе, а потом уже реализуете это на практике. Может быть, вам трудно нести какие-то ваши повседневные обязанности, у вас много дел, да, связанных с работой, там, с детьми, вам нужно и за детьми ухаживать, и за собой. И, кстати, насчет детей я не сказала. Вот эти карты, да, они еще могут показывать ваши отношения с детьми. В каком плане, что дети дают вам много напряга, да, ну, как бы дети напрягают вас ежедневными какими-то делами и обязанностями, и вы хотели бы, чтобы ваши дети наконец-то повзрослели. Но кто-то хочет, например, по пятерке чаш, это то, что вы хотите действительно воспитать, помочь вашим детям окрепнуть, а все-таки по восьмерке мечей вы хотите, как бы сказать, с одной стороны, вы, может быть, и говорите о том, что «Ой, я так устала» или «устал заботиться там о каких-то проводить время с детьми, там они много занимают обязанностей. Я устала возить своих детей на какие-то конкурсы, на кружки, но в то же время вы как бы и не можете скинуть эту ответственность, потому что, может быть, вам нравится их контролировать. То есть здесь такая позиция намного тяжелее. Но, тем не менее, ваши дети по этой карте, если для вас тема детей актуальна, они нуждаются еще в вашей поддержке. Они еще не крепки, вы как бы друг друга поддерживаете в этом плане. Здесь могут быть какие-то напряженные отношения в плане детей,
ну и занятий творчеством, бизнесом, да. Если мы говорим о бизнесе, то по восьмерке мечей вам нужно избавиться от каких-то отягчающих обстоятельств в вашем бизнесе. Это может быть что угодно. И тогда, возможно, вы начинаете уже первые шаги в сторону тех дел, только которым вам нравится заниматься, так как вы хотите представлять себя и свой бизнес. Колода Астрокоды, моя любимая астрологическая колода с астрологическими символами. Давайте посмотрим, дорогие девы, что ждет вас в июле и что еще покажет нам колода Астрокоды. Это 9-й дом. 9-й дом всего иностранного, образования, передачи знаний. 7-й сектор партнерства, да, партнерских отношений, мужа, жены, какого-то союза. И асцендент – это та планета, которая входила над горизонтом в момент вашего рождения. Ну, в астрологии это так. Ну, в общем, это то, как видят вас другие люди. И, в общем-то, как они вас видят? Они видят вас довольно общительного человека, который заинтересован в партнерских отношениях, умного человека, такого учителя, у которого можно, может быть, с кем интересно поговорить, вы много знаете, да, и вот так вот видят вас другие люди. И, в общем-то, это хорошее видение, да. Асцендент и 7-й дом – это две карты напрямую взаимосвязанные. То есть вы влияете на партнера, партнер влияет на вас. И это очень важно, потому что без правильной партнерской поддержки вы, возможно, не продвинетесь так дальше, как если бы это было с партнером. Ведь у Девы второй сектор, да, знак зодиака Девы, если мы берем от Солнца, это весы, а весы – это знак партнерства. Поэтому ваши заработки даже могут как-то зависеть от поддержки вашего партнера или от того, насколько вы хорошо общаетесь с людьми, как вы умеете заключать эти контакты. И вот в июле, я думаю, что вы как раз-таки сможете, или вы будете, по крайней мере, активно искать каких-то единомышленников, какие-то связи, партнерские отношения. Возможно, вы будете заключать бизнес-отношения вместе, подписывать какие-то контракты, либо это новое партнерство вообще в вашей жизни, упрочнение отношений с тем партнером, который у вас уже есть. И 9-й дом, 9-й сектор, здесь у нас уже была 9-ка пентаклей, видите? И это, как бы сказать, место силы, мне кажется, у вас. Вообще, у Девы у вас сейчас в июле будет очень хорошо развит 12-й и 9-й сектор, даже по планетам. Поэтому вам нужно расширять ваши горизонты, вам нужно смотреть в другие страны, либо искать какую-то литературу, которая написана на иностранном языке. Может быть, вы начнете изучать иностранный язык, вы, может, получите какие-то лицензии, сертификаты, документы, визы, вы планируете поездки, покупаете билеты. Наконец-то для вас открывается путь в другую страну. У вас партнер, у вас знакомство, все много что связано с иностранной культурой. Может быть, вы начинаете выступать на сцене, может быть, вы пишете свою книгу, и это приносит вам доход, либо просто вы чувствуете себя самодостаточным человеком, благодаря тому, что вы осознаете, что знания, которые у вас есть, их не купишь, да, за деньги, и они вам принадлежат, то есть вы богаты вот какими-то знаниями и мудростью, которые у вас есть. Вот как будто бы вот это все вы осознаете в июле. Вот такой интересный расклад я для вас. И я желаю, чтобы у вас было все самое лучшее с этого расклада. И до встречи на моих новых видео. Всем пока!